Хорошо для него, если я привяжу его. И так она старается привязать его к большой каменной ступе, к очень тяжелому предмету, чтобы Кришна был привязан и был в безопасности. I saw in the international airport transit some parent with 2 children on leashes. Иногда я видел в международных аэропортах, в транзитной зоне, как родители или взрослые гуляют, и 2 детей у них привязаны как на поводке. Problem was these children were not going in the same direction. Проблема была только в том, что эти 2 ребенка бежали в разные стороны. But the idea is similar. Но идея схожа. So Yashoda thought to bind Krishna. Итак, Яшода подумала связать Кришну. So she assembled, ties many ropes together. They have many ropes because they're cowherds for tying calves and cows. Итак, она связала вместе много веревок. У них много веревок, потому что они постоянно пасут коров и телят. И так она собрала много веревок. So she ties the rope together and finds she's 2 fingers too short. Но, собрав все веревки вместе, она поняла, что ей не хватает веревки всего на 2 пальца. Unable to bind Krishna. И не смогла связать Кришну. So she gets more rope. Она принесла еще веревок. And she finds when she comes at the end, 2 fingers too short. И в итоге все равно веревки не хватает на 2 пальца. And she's trying repeatedly. Она старалась снова и снова. To calculate how to bind the infinite. Старалась рассчитать, как же связать безграничного. But the infinite cannot be grasped by mundane calculation. Но безграничного нельзя охватить материальными расчетами. Rupa Goswami says, Atak Shri Krishna Namadi Nabhavye Grahilmandye Sevan Mukhe Hijivado Shayam Eva Spuritida. The name of Krishna, the form of Krishna, the qualities of Krishna, the pastimes of Krishna are beyond human comprehension. Рупа Госвами пишет, что имя Кришны, облик Кришны, качество Кришны, деяние Кришны, все это целиком и полностью за пределами постижимого для человека. This is not like a magician's trick or Hollywood magic. Это вовсе не похоже на голливудский видеомонтаж или фокусы фокусника. The infinite must be beyond the grasp of the finite, or there would be no meaning to being infinite. Безграничный обязательно должен быть за пределами того, что может ухватить ограниченный. Иначе какой смысл в понятии безграничного? One of Krishna's names is Adhokshaja. Одно из имен Кришны – Адхокшаджа. Means beyond Avan Manasagotra, beyond what can be the grasp of the mind, the intellect, the senses. Это значит, он за пределами того, что может ухватить, что могут ухватить чувства, ум или разум. But Krishna, he sees the endeavors of his mother. Но Кришна заметил усилия своей матушки. She's starting to sweat, flowers are falling from her hair. She's trying her utmost. Она вспотела, цветы начали выпадать из ее волос, она старалась изо всех сил. So seeing her heart, he consents to being bound. И увидев, что у нее в сердце, Кришна согласился быть связанным. So we can say he is bound by the ropes of love and affection. Поэтому мы вправе сказать, что Кришна был связан веревками любви и нежности. Shri Krishna Karshini Chasa. Devotion, a drop of devotion in the heart of a finite living being is capable of drawing an attraction, the sum total of the infinite personality of Godhead. Природа преданности такова, что даже одна ее капля, оказавшись в сердце крошечного живого существа, способна породить влечение к себе, притянуть к себе самого безграничного. So Narottam Thakur says, Asraya loya bhaje tari nahi Krishna tyaje akarani marni. Says, don't try to approach Krishna directly.
И поэтому Нароттам Дас Такур говорит, не пытайтесь обратиться к Кришне напрямую, but take shelter of a devotee of Krishna. но примите спасение, ищите спасение в преданном Кришне. And you get Krishna automatically. И Кришну получите само собою. Because as Krishna himself says, those who say they are my devotees directly are not my real devotees. Потому что сам Кришна заявляет, те, кто говорят, что они непосредственно преданы мне, те не преданы мне. The secret is those who are devotees of my devotees are my real devotees. Но тайна в том, что те, кто преданы моим преданным, они мои настоящие преданные. So as Mahaprabhu himself says, Gopi, Bhartur, Padakamalayo, Dasa Dasa Anudasa. That his aspiration is to be the servant of the servant of the servant of the lotus feet of the Lord of the Braja Gopis. Как сам Махапрабху выражает свое стремление такими словами: «Я хочу быть слугой, слуги повелителя Гопи Вриндавана». What Guru Maharaj sometimes called the telescopic system. Иногда Шрила Гуру Махарадж называет это телескопической системой. The devotional vision of each devotee like a series of lenses. Когда глаза преданности каждого из преданных выступают в роли одной из линз в телескопической системе. So that God, the infinite, who is normally considered remote, abstract, through the telescopic system of devotional seeing, becomes nearer and clearer in focus and tangible. И тогда Бог безграничный, тот, кто обычно считается чем-то далеким, абстрактным, расплывчатым, благодаря этой системе видения, телескопической системе видения преданных, становится чем-то четко видимым, ясным, конкретным. There's egocentrism and theocentrism. Бывает эгоцентризм и богоцентризм. And the best type of theocentrism is guru-centric. И лучший из видов богоцентризма гуру-центричен. And the logo of our mat, Gurudev graphically represented Srila Guru Maharaj's analogy. В логотипе, символе нашего матха Шрила Гурудев наглядно изобразил концепцию нашего Гуру Махараджа. Wherein he expressed, said, the disciple is like the lotus, and Guru is like the water, and Krishna is like the sun. Он говорил, ученик подобен лотосу, гуру подобен воде, а Кришна подобен солнцу. When the lotus is situated in the water, the hot sun nourishes the lotus. Когда лотос покоится на воде, то жаркое солнце питает лотос. Remove the water from the lotus, and that the very sun burns the lotus. Но стоит убрать воду от лотоса, и то же самое солнце сожжет лотос. So without being safely sheltered in the waters, the lotus feet, Sri Guru, the disciple has no position. Поэтому у преданного нет никакого положения, если у него преданный оказывается нигде, если только у него нет прибежища у лотосных стоп Шри Гуру. When Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, writing his Bhagavad Gita commentary, said he had an epiphany reading the commentary of Vishwanath Chakrabarti Thakur on the sloka Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana, that the life and soul, the reason for being, existing of a disciple is to fulfill the order of Guru. Когда Шрила Прабхупада, Шрила А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупада писал свой перевод и комментарий к Бхагавад-гите, то, как он сам это описывает, он пережил откровение, прозрение, изучая комментарии к этому стиху Бхагавад-гиты, который начинается со слов «Вьяса-пуджа Будхир», Вишванатха Чакраварти Такура, он понял, что единственное предназначение ученика, единственный смысл существования ученика – это исполнить указание гуру. So, when Srila Bhakti Bimala Avadhut Maharaj
approached the lotus feet of Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, he inquired, how can I serve? Когда Шрила, Бхакти, Бимала, Авадхута Махарадж пришел к стопам своего учителя Шрилы Бхакти Сундара Говиндадева Госвами Махараджа, то он спросил его, как я могу вам служить? In Gita, Krishna says, Tad vidi pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. We have to first respectfully make our approach, submit our head to the lotus feet of Guru, then pariprajna, inquire out of what? Seva, service necessity. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что для постижения этого знания необходимо смиренно обратиться к стопам гуру, предаться ему, и затем смиренно задавать ему вопросы какого рода о севе, о том, как я могу служить Not вам. to find out how Guru and God can serve our lower purpose. Не пытаться разобраться, как гуру и Господь могут послужить нашим низшим интересам, But how we can offer ourselves in service to higher purpose. но понять, как мы можем пригодиться в служении их высшим интересам. So Srila Gurudev gave the order to him to bring Krishna consciousness, particularly of Srila Sridhar Maharaj, to Russia. И Шрила Гурудев дал ему указание принести сознание Кришны, в особенности сознание Кришны в понимании Шрилы Шридхара Махараджа в Россию. Just as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he told A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, take Krishna consciousness to America. Точно так же, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде принести сознание Кришны в Америку. All the details of the service will be, the heart of the aspiring servitor will be enlightened with those details in the course of time. Все подробности, как именно совершать это служение, будут раскрыты, будут явиться сами собою в сердце искреннего служителя по мере его попыток исполнить волю гуру. Faith is beyond calculation. Вера превыше расчетов. So Avadhut Maharaj, he could calculate so many things based upon this order, but we want to move in the faithful plane. Также и Авадхута Махарадж, хотя он мог бы сделать множество расчетов, отталкиваясь от этого указания гуру, но в конечном счете мы хотим жить и действовать в мире веры. So having faith in the order of Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudev, he submitted his body, mind, intelligence, heart and soul to fulfilling this order. Итак, поверив в указание своего Гурудева, Шрилы Говинды Махараджа, Авадхут Махарадж отдал, посвятил свое тело, свой ум, свой разум, свое сердце и душу целиком и полностью исполнению этого указания гуру. And he also engaged all of his family members in service to the lotus feet of Srila Gurudev. И задействовал в служении лотосным стопам своего Гурудева всех своих родственников. We know for any movement to be successful, there has to be some sound philosophical basis. Мы знаем, чтобы какое-либо движение было успешно, необходим надежный философский фундамент. So the basis of Sri Chaitanya Saraswat Mat has always been the original wealth of Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj, and particularly expressed and captured, recorded in publications. И подобным фундаментом, сокровищем Шри Чайтанья Сарасват Матха всегда были уникальные, неповторимые концепции Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев Госвами Махараджа, в особенности, как они были выражены в публикациях. That you find in the pages of Search for Sri Krishna, Reality of the Beautiful, Sri Guru and His Grace, Golden Volcano of Divine Love, Loving Search for the Lost Servant, Subjective Evolution of Consciousness, also Bhagavad Gita, Hidden Treasure of the Sweet Absolute.
То есть вы можете найти этот фундамент в особенности в таких книгах, как «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности», «Шри Гуру и его милость», «Субъективная эволюция сознания», «Любовный поиск потерянного слуги», «Золотой вулкан божественной любви» и также Бхагавад-гита «Тайное сокровище сладчайшего абсолюта». So, Avadhута Maharaj arranged for Sri Guru and His Grace to be translated and other books. Итак, Авадхута Махарадж позаботился о том, чтобы перевести на русский язык и издать книгу «Шри Гуру и его милость», а впоследствии и другие книги. And gradually Srila Guru Maharaj's conception started being expressed in the Russian language. И вследствие этого концепция Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Шрила Махараджа, начала выражаться на русском языке. I had the opportunity, first time to come here was in 1978, 9. Впервые мне предоставилась возможность оказаться здесь, приехать сюда в 1978 году. And I had the impression that as each word of the Russian language was being employed in expressing Krishna conception, they were reaching their fullest, purest expression possible. И меня не покидало ощущение, что каждое из слов русского языка, которое использовалось при переводе, при выражении этой концепции, этих идей сознания Кришны, очищалось и достигало своего изначального чистейшего значения. Like Madhvacharya says, gives an example, he's saying that normally a horse, you put a bridle and reins on a horse to get them to go in the direction that you want. Это перекликается с идеей Мадхвачарьи, который говорил о значении слов, используя такую аналогию, как возьмите лошадь. Если вы запрягаете лошадь, то вы надеваете на нее узду для того, чтобы направлять ее в ту сторону, в какую вам нужно. He says, but if you remove the bridle and the reins, the horse will run according to its own desire. Но если вы освободите лошадь, снимите с нее узду, то она отправится туда, куда сама пожелает. So he's saying all words are constrained by local finite context. Подобным же образом все слова ограничены в своих значениях каким-то местным контекстом. But if we remove finite constraints, they'll run towards the infinite. Но если мы устраним эти конечные, ограниченные ограничения, то все слова устремятся к безграничному. They'll run toward Krishna conception. Устремятся к Кришна-концепции. So as we saw the Russian language happily offering itself in service of expressing Krishna conception, then it came again to express the super siddhanta, the su-siddhanta of Srila Guru Maharaj. И так мы слышали, что как ранее, еще до этого, русский язык был использован для выражения Кришна-концепции, также и ныне он был очень счастлив предоставить свои услуги для выражения сверхсиддханты, супер-концепции Шрилы Шридхара Махараджа. So when I was here in 1978-79, we're presenting a particular generic, primary level expression of Krishna consciousness. Когда мы впервые приезжали сюда в 1978-79 году, то мы представляли вынужденным образом только очень общие, обобщенные представления о сознании Кришны. But when I returned in the year 2000, and I'd say, are there any questions? People would say, and Sri Guru and His Grace, Srila Sridhar Maharaj says. Но когда я вернулся сюда в 2000 году, то и спросил людей, есть ли у вас какие-либо вопросы, то люди стали задавать вопросы вроде, а Шрила Шридхар Махарадж пишет в Шри Гуру и его милость следующее и следующее. I was very surprised. Я был очень удивлен. I thought, how did this happen? Я подумал, как такое могло случиться? And in 2000, when I asked Srila Gurudev what he would like me to do, he said, I have one disciple, his name is Jagannath Ballava, and if you will assist him in preaching in Russia, I'll be very happy.
И в 2000 году я спросил Шрилу Гурудева, Шрилу Говинду Махараджа, что вы хотите, чтобы я делал? И он сказал, у меня есть один ученик, Джаганат Валабха, и если вы поможете ему в его проповеди, я буду очень доволен. And I thought, Russia? И я подумал, как, Россия? And then the last time I was in Russia, when they sold a bag of sugar, it had a stencil on it that said, a brown paper bag said sugar, 500 grams. Я подумал, в последний раз, когда я был в России или тогдашнем СССР, то в России даже сахар продавался в непритязательных бумажных пакетах, на которых единственной надписью было «сахар 500 грамм». When we went on Nevsky Prospect searching for juice, someone brought out like Eskimo jar, sock. Said, here, it's birch water, here's juice. И когда мы однажды вышли на Невский в попытках найти сок, то кто-то принес нам огромную 3-литровую банку сока, банка, на которой было написано «сок». Это был березовый сок. Вот, пожалуйста. I don't want to go back there. И так в 2000 году я подумал, что-то мне не хочется туда возвращаться. Gurudev said, you don't have to go all the time. Гурудев сказал, не обязательно же все время там быть. But anyway, I want you to meet Jagannath Ballava. Но так или иначе, я хочу, чтобы вы познакомились с Джаганатха Балавой. That is the former name of Srila Bhakti Bimala Avadhut Maharaj. Это было прежнее имя Шрилы Бхакти Бимала Авадхута Махараджа. And as fate would have it, I met him in Mayapur. И судьба распорядилась так, что я познакомился с ним в Майяпуре. I was visiting there, he was visiting there. We shared a rickshaw on the way back. Я приехал туда, и он приехал туда, и мы ехали на одном рикше, возвращаясь оттуда. And, I said, Gurudev said we should meet and discuss about preaching in Russia. И я сказал ему, что нам следует встретиться, Гурудев сказал, что нам следует встретиться и обсудить проповедь в России. Anyway, the point I mean to make is, the order of the Guru was simple. Так или иначе, к чему я говорю все это? Что само указание гуру было очень просто. He told him to arrange to express Guru Maharaj's conception in Russia. Он сказал ему устроить что-либо, чтобы выразить Кришна-концепцию Шрилы Гуру Махараджа в России. A simple thing that he took to heart. Это очень простые слова, но он принял их в самое сердце. Then later Gurudev said we should work together to do this. И позже Гурудев сказал, что нам следует работать вместе, то есть мне и Авадхута Махараджу, чтобы достичь этой цели. And now it's 14 years later and we're still following that order. И сейчас, 14 лет спустя, мы все еще следуем этому указанию. But in time, I've come to appreciate the special qualities and characteristics of Srila Avadhut Maharaj. Но со временем я сумел оценить особые качества и таланты Шрилы Бхакти Бимала Авадхута Махараджа. As we have the Jagannath Express restaurant. Как, например, в свое время был открыт ресторан Джаганнат Экспресс. When he first showed that to me, it was a month before Gurudev was going to come. It looked like a bombed out building. Когда Авадхут Махарадж впервые показал мне то место, которое должно было стать рестораном Джаганнат Экспресс, это было за месяц до приезда Шрилы Гурудева в Россию, это место выглядело как дом после бомбежки. And in there was like a $10,000 restaurant machine. И внутри, посреди всего этого разгрома стояло дорогое оборудование для ресторана стоимостью в $10,000. And I naively asked him, I said, do you have anyone who knows how to use this? И я с наивностью спросил вот этого Махараджа, а у вас есть хоть кто-нибудь, кто умеет пользоваться такой дорогой машиной? He said, my uncle. Он сказал, мой дядя. I hope so. Ну, надеюсь. Many things, this did not look like it was going to open in 1 month. Итак, было много признаков, говорящих о том, что едва ли удастся что-либо открыть всего через месяц. When I went preaching in the Ukraine and other parts of Russia and came back a month later and there was the grand opening of the restaurant. Но я отправился тогда в проповедь на Украину и в другие места по России, и через месяц, вернувшись, я стал свидетелем большого торжественного открытия ресторана. And with so many reporters, media, photographers, television. Много журналистов, телевидения, фотографы и все остальное. And Srila Govinda Maharaj was there and Avadhut Maharaj told me, he said,
You're a guru and you've just come from India. Bless all the people. И там был Шрила Говинда Махарадж, и Авадхута Махарадж говорил Гурудеву, как ему следует отвечать журналистам: вы гуру, вы приехали из Индии, вы благословляете русских. And when all the cameras turned on, Srila Govinda said, I'm just coming from India and I want to bless all the Russian people. И когда включились камеры, Шрила Гурудев ровно так и сказал: я гуру, приехал из Индии и хочу благословить всех русских. And I saw, as in the words of Shakespeare, that there was a method to his madness. И, выражая словами Шекспира, я понял, что в его безумии есть метод. When he showed me this building, it looked like a bombed-out building. Когда Авадхута Махарадж впервые показал мне это здание, где мы с вами сейчас находимся, оно также выглядело, как здание после бомбежки. And when I looked at it, I was like, Я вот так вот смотрел на него. and he said with great excitement, and not only that, it's next to the KGB. И с огромной радостью он говорил, и более того, мы еще и в 2 шагах от КГБ. I said, is that a good thing? Я отвечал, вы говорите, как будто это хорошо. But then he turned into a cultural center. Но в итоге он построил здесь культурный центр. Not a religious institution, but Sri Chaitanya Saraswati Cultural Center. Не религиозное учреждение, но культурный центр Шри Чайтанья Сарасвати. And to this day, I don't think I've fully explored what's here. И я думаю, до сего дня я не знаю всего, что здесь находится. There's a new room appearing regularly. Новые комнаты регулярно появляются. And the place is popular in so many different ways. И это место стало популярно во многих разных смыслах. So it takes some genius to read the environment properly, make the adjustments to give people access. Требуется определенный гений для того, чтобы правильно увидеть все приметы в окружающем мире, в окружающей реальности и суметь устроить все так, чтобы сделать главное доступным для людей. It's mostly our stereotypes about what is spiritual that is preventing us from accessing what is actually spiritual. Ведь главное, что мешает нам соприкоснуться с тем, что подлинно духовно, это наши собственные предрассудки касательно того, что такое духовное. So it's a rare person who can see through the propaganda, their own acquired prejudices, and come in touch with real substance. Очень редкий человек в состоянии увидеть нечто более глубокое, чем просто пропаганда, преодолеть свои собственные предрассудки и соприкоснуться с подлинной глубинной сутью духовного. And that's really what we're trying to do here. И на самом деле это главное, что мы пытаемся сделать здесь. Give people an opportunity to come in connection with genuine spiritual substance. А именно дать людям возможность соприкоснуться с подлинной духовной субстанцией. The means are secondary. А средства вторичны. So, Srila Avadhut Maharaj, he's conceived of many ways and many different channels to this end. И Шрила Авадхут Махарадж придумал множество различных способов, придумал множество различных каналов, ведущих к этой цели. And we've done many programs here over the last 14 years. Some of them, wildly successful, some not. За эти 14 лет мы провели множество программ здесь. Некоторые из них были невероятно успешны, некоторые совсем нет. Sometimes we would rent halls for 500 people. Иногда мы арендовали залы на 500 человек. 75 people would show up. И приходило человек 75. 50 of them were our people. Из них 50 наши собственные люди. Then another 15 were from ISKCON. А еще 15 гости из ИСКОН. Then there were just like 5 crazy lost people. А пятеро просто сумасшедшие, которые заблудились.
who were probably went to the wrong building. Которые, наверное, вообще не туда, куда хотели пришли. But we would do those programs. Но мы проводили эти программы. And Avadhut Maharaj is always telling me that he has like a system and a vision. И Авадхута Махарадж всегда снова и снова говорил мне, что у него есть определенное видение, он следует определенной системе. And that someday it would connect. И что в какой-то момент все это сложится в единую картину. And I remember once he was setting up this program in Zaporozhye. Помню, однажды мы сидели на программе в Запорожье. And as I went to the program, I was caught in a traffic jam. И когда я ехал на программу, то мы застряли в пробке. And I thought, my only experience with that type of traffic jam is rock concert. И единственный случай, когда мне доводилось сталкиваться с такими пробками, это когда люди собираются на рок-концерт. So I was saying, they must have scheduled a rock concert the same night we're having our program. Я подумал, наверное, этим же вечером, когда у нас программа, где-то проходит рок-концерт, и поэтому все эти пробки. But when I got to the location, I found out the traffic jam was for our program. Но доехав до программы, я понял, что все эти пробки были созданы людьми, которые ехали на нашу программу. And inside there was the media, the television, the reporters. И внутри было много журналистов, интервью, телевидения. And in a 2,000-seat theater, every seat occupied by people dressed to the nines. И зал на целых 2000 мест. Причем гости, пришедшие туда, были в основном в хороших костюмах. And I realized there was a method to his madness. И тогда я понял об Авадхуте Махараджа, что в его безумии есть метод. Once we were traveling and preaching around Russia, and we went, because we do go to Tomsk sometimes and other places, but this time we were in Izhevsk. Однажды мы путешествовали по России, и часто мы ездим в Томск, в Сибирь, но в тот раз однажды мы вместе с Авадхутом Махараджем отправились проповедовать в Ижевск. And at the end of a week there, I met at the airport an American lady, and I said, "Oh, so how are you finding your stay in Siberia?" И по завершении нашего недельного пребывания там, уже улетая оттуда в аэропорту, я встретил одну американку, и, поговорив с ней, я спросил ее, ну и как вам, понравилось ли вам в Сибири? And she said, "This isn't Siberia." На что она ответила, ну мы же не в Сибири. And I turned to Avadhut, I said, "It's not?" И тут я повернулся к Авадхуту Махараджу, как? Вы же говорили, что это The Сибирь. lady says, "No, this is not Siberia." Та женщина сказала, нет, это не Сибирь. I said, "Maharaj, you told me we were going to Siberia." Сказал, ну Авадхут Махарадж, вы же говорили мне, что мы едем в And Сибирь. all week I've been giving examples about snow and ice and things. И всю неделю программ там я постоянно приводил примеры про снег, про отрицательные температуры, про холод. And he said, "It's like Он Siberia." сказал, ну здесь как Сибирь. He thought it would be more exciting for me if I thought I was going to Siberia. Он подумал, что мне будет интереснее, если он пообещает мне, что я еду в Сибирь. So he said, "It's like Siberia." И поэтому он сказал, видимо, уже что как Сибирь. He said, "But I actually like to know where I am." Я сказал ему, ну мне на самом деле важно знать, где я на самом деле нахожусь. He said, "Well, if it's important to you." Я сказал, ну хорошо, если важно. So many different ideas he's had that his eldest brother, Satyasundar Prabhu, once said that I was learning how to deal with Avadhut Maharaj. He said, without trying to be funny or sarcastic or anything, just a statement of fact, he said, "Many things my brother says are true, haven't happened." Однажды, когда я еще только пытался приспособиться, подстроиться под Авадхута Махараджа, пытался как правильно с ним взаимодействовать, однажды я беседовал с его старшим братом, Сатья-Сундаром Прабху. И Сатья-Сундар Прабху тогда сказал, не пытаясь нисколько быть саркастичным или даже пошутить, он сказал совершенно серьезно, многое из того, что говорит мой брат, он имел в виду Авадхута Махараджа, это правда, но еще не произошло. He said, "But they usually do." Но обычно так и происходит.
But he might say they're true before they actually happen. Но часто он говорит об этом как о свершившемся факте еще до того, как это произошло. But that's kind of like ancient Russian tradition. Но это как бы древняя русская традиция. To print a map before everything on that map has been realized. Печатать карту, на которой есть города, которые еще не построены. So he's carrying on that tradition. И он продолжает эту традицию. And many things. And Gurudev said there's some mysterious power that moves on his behalf. Есть много разных моментов, и Шрила Гурудев говорит об Авадхуте Махараджа, что словно какая-то мистическая сила действует для него. When we had the big festival in the park, it's expecting 50,000 people. Then some people got nervous, too many people are coming. So in the end, 10,000 people came. And he is apologizing to Gurudev for there only being 10,000 people. Однажды Авадхут Махарадж организовал большие программы в большом парке, и, судя по всему, мы ожидали 50 тысяч гостей. Но, может быть, кто-то из правительства стал нервничать, что такие большие толпы и движения перекрыли. В итоге добралось до нашего фестиваля всего 10 тысяч человек. И Авадхут Махарадж тогда извинялся перед Шрилой Гурудевом, что простите, что на вашу программу придет всего 10 тысяч человек. In St. Petersburg, when so many foreign devotees came for the festival, and he thinks also of entertaining them, a little sightseeing, things like that. So he took them to the circus. И в Санкт-Петербург на фестиваль приехало много преданных из-за рубежа. И Авадхут Махарадж, стараясь обеспечить им культурный досуг, развлечения, однажды организовал им посещение цирка. But the big surprise for Gurudev, who remained in lockdown, is that Avadhut Maharaj brought all the circus performers back with him to meet Gurudev. Но Шрила Гурудев был удивлен. Сам Шрила Гурудев в тот день остался в Лахте, но он был изумлен, когда увидел, что Авадхут Махарадж не просто съездил в цирк, а привез с собой артистов цирка, чтобы познакомить их с Гурудевом. So he's always thinking how to turn some opportunity in favor of Krishna consciousness promotion. Поэтому Авадхут Махарадж всегда думает, как обернуть любую ситуацию так, чтобы она была благоприятна для распространения сознания Кришны. And ultimately, part of besides, in addition to this cultural center being established, that in Lakta and St. Petersburg, our temple is there with the deities of Guru, Gauranga, Radha, Madhava, Sundar. И помимо этого культурного центра у нас есть также наш флагманский центр, главный храм в Санкт-Петербурге, в Лакте, и там установлены божества Шри, Гуру, Гауранга, Радха, Мадхава. And Gurudev in Calcutta in India, he had a newspaper clipping next where he would sit at his desk, and it said, Chaitanya Temple on Lenin's doorstep. И поскольку Санкт-Петербург раньше, как известно, назывался Ленинградом, то по поводу открытия храма, этого храма Кришны в Петербурге, была издана статья в индийской газете, и у Шрилы Гурудева в Калькутте на его веранде была вырезка из этой газеты. Статья была заглавлена так: «Храм Чайтаньи на пороге города Ленина». So that was a source of great pride for Gurudev and all Gaudiya Vaishnavas. И Гурудев, как и все Гаудия Вайшнавы, очень гордились этим. And whenever we're there, we inevitably drive by the ship Aurora. И всякий раз, посещая Петербург, мы неизменно проезжаем мимо Авроры, корабля Аврора. And that's, better than I, where historically the revolution began. Вы лучше меня знаете историю, это корабль, с сигнала которого началась Великая Октябрьская социалистическая революция. But Aurora is like the Bengali in Sanskrit, Arunodoy means the rising of the sun, when the sunlight is appearing and revealing, illuminating everything. Но понятие Аврора связано с рассветом на бенгальском языке. Это то, что называется Арунадой, когда солнце только восходит над горизонтом. So we're also happy symbolically that the
Krishna conception of Srila Guru Maharaj began spreading its illuminating rays in the same place. Поэтому мы были счастливы и этому символическому совпадению, что лучи, святые лучи концепции Шрилы Гуру Махараджа также явили себя, взойдя над этим удивительным местом. So as I wrote in my appreciation letter, there's no better friend to anyone in this world than one who engages you in the service of Krishna. В одном из своих писем, где я выражал благодарность Авадхуту Махараджу, я написал, что нет лучшего друга, чем тот, кто задействует вас в служении Кришне. And that means more specifically Guru and Vaishnava. А более конкретно в служении Гуру и Вайшнаву. So Srila Govinda Maharaj wrote, he's saying, all of those who profess connection with him, appreciation for him, that from his side, he's saying, and meaning here particularly, those who he said will serve under Avadhut Maharaj's direction, he said, then it will be devotion. И Шрила Говинда Махарадж в ответ на те слова сказал, что, говоря прежде всего о тех, кто служит здесь, под руководством Авадхута Махараджа, что если вы будете служить под руководством Авадхута Махараджа, то это и будет преданностью. And I remind the devotees that although Avadhut Maharaj shows such great honor, respect, deference to myself, I also consider I'm working under his direction. И я иногда напоминаю преданным, что хотя Авадхут Махарадж непрестанно выражает мне огромное почтение и уважение, но тем не менее я считаю, что и я сам также служу под руководством Авадхута Махараджа. And I celebrate and worship that moment when Srila Gurudev brought us together. И я очень благодарен тому моменту, той минуте, когда Шрила Говинда Махарадж свел нас вместе. And this center is especially important to us. Этот центр особенно важен для нас. And here our president is Ram Roy Prabhu. И президент этого центра это Рам Рай Прабhu. We're always worry-free, knowing that everything's running here nicely under his direction. Благодаря ему мы всегда спокойны, зная, что здесь нечем волноваться. Все в центре работает должным образом под его руководством. And I would like if now in that beautiful Russian language you could say a few words of appreciation. И сейчас я хотел бы, чтобы вы, Рам Рай Прабhu, на этом прекрасном русском языке выразили несколько слов благодарности или что-то сказали об Авадхуте Махарадже. Jai Srila Bhakti Bimala Avadhut Maharaj Avirbhav Mahamahotsavatiti Ki Jai. And then you can read this from Paramananda. Okay. Ashutosh will translate. Yeah. Трудно говорить, конечно, что-то после anything after such personal distance. Да, об Авадхуте Махараджа всегда есть что сказать, тем более, что я провел с ним также достаточно много времени. Есть что вспомнить позитивного, приятного, может быть, неприятного, но всегда, как учат учение, наше учение вайшнавизма, наши учителя, мы должны обращать внимание только на хорошее, только на то, что помогает нашему служению, подпитывает наше вдохновение, в духовной жизни, вдохновляет нас служить. Поэтому зачастую трудно обращать внимание на хорошие вещи, но всегда так много хороших вещей в Авадхуте Махараджа.
перечислил Госвами, Махарадж. И я также благодарен Авадхуту Махараджу, потому что именно он в первый раз привез Шрилу Махараджу в Россию в 1996 году, куда я приехал с Украины, испытывая определенные трудности с духовной жизнью. Я искал такое движение, что-то альтернативное бывшему там, так сказать, искону, наша параллельная организация. Я испытывал некие духовные смятения, разочарования. И когда Авадхута Махарадж привез сюда Галину Махараджа, других преданных также, я испытал некое внутреннее новое вдохновение после нескольких лет, так сказать, духовных каких-то исканий. И я понял, что здесь надо найти свое пристанище и разобраться здесь, что к чему. И я никогда не жалел об этом. Иногда мы, может быть, когда-то расходились во мнениях со Шрилой Авадхутом Махараджем, как вот Госвами Махарадж иногда говорил, что он также не всегда был согласен с его, так сказать, совершенно невероятным ходом мысли. Я тоже иногда думал, ну нет, под это я подписываться не буду. Вот. То есть надо понять, что речь идет не об единичных случаях. Это с 96-го года прошло уже порядка сколько лет? 17 лет. Было много таких случаев. Но в конечном итоге мне никогда не приходилось жалеть, что я именно в этой миссии, что я помогаю здесь в развитии Авадхуту Махараджу. И я рад, что он также доверяет мне, несмотря на какие-то наши разногласия, иногда бывшие. Он тот человек, который, тот редкий человек, который, несмотря на то, что он состоявшийся бизнесмен, достаточно богатый человек, все, что мы видим, это построено только на его деньги. Храмы, рестораны, Питер, другие. Большинство все. Вот. Он и творческий человек, и он очень разносторонне развитый и выдающийся человек, выдающаяся личность, в том числе и духовная личность. И несмотря на то, что часто в этом мире происходит, что люди, если достигли чего-то, они становятся закрытыми, к ним очень трудно подступиться, они становятся подозрительными, недоверчивыми. Но Авадхута Махарадж, я обычный простой человек, другие люди могут просто пообщаться с ним, он может им доверить сразу какой-то проект, очень близко и так далее. То есть это одно из очень важных вайшнавских качеств, некая простота, некая доверительность. Человек доверяет, что Господь, Гурудев, все разрулит. И он всегда дает шанс новым людям как-то выразиться, как-то послужить некому божественному началу и так далее. И я также рад, что Авадхута Махарадж доверил мне и до сих пор доверяет какие-то проекты. Вот. И рад, что именно он здесь, он по праву занимает здесь достойное место лидера. И я также рекомендую вам присмотреться поглубже к этой личности. И вообще, если кто-то не знаком с нашим движением, несмотря на его какие-то внешние, может быть, не русские, не какие-то славянские корни, не обращать внимания на внешние какие-то националистические или еще какие-то измы, теизмы, а присмотреться поглубже к этому движению и ко многим личностям здесь, потому что многие они очень искренне заслуживают нашего внимания. И это движение, это философия,
На протяжении 17 лет ни разу в жизни я не пожалел, что я соприкоснулся с этими идеями. Это самое ценное, что пожалуй, было известно вообще на моем пути. Поэтому я всем вам также желаю удачи и как бы неких духовных реализаций, духовных благ. Yes, and I have something I'd like Ashutosh Krishna Prabhu to read because one dear Russian disciple of Gurudev is Paramananda Prabhu, but actually he hasn't been here for, I don't know, so many, like 15 years or something. He lives in Thailand, where I live, and he's like our local leader there. And he has such great appreciation for Avadhut Maharaj, Yadu Krishna. There are others in the background of how everything goes on here. But I thought it would be nice for you to hear from God Brother some he wrote this in English. Ashutosh can translate to Russian. И также я хотел бы сейчас, чтобы здесь было зачитано, прозвучало это письмо, написанное Параманандой Прабху. Это подношение от Парамананды Прабху Авадхута Махараджу. Это один из русских преданных, который, впрочем, по стечению обстоятельств уже не был в России на протяжении, может быть, 15 лет. Он чаще находится в Таиланде. Но это один из важных преданных, и он очень глубоко уважает и Авадхута Махараджа, и Яду Кришна Прабху, потому что ни один Авадхут Махарадж является фундаментом русской миссии. И я хотел бы, чтобы вы услышали, как Парамананда Прабху, будучи духовным братом Шрила Авадхута Махараджа, выражает свои чувства по отношению к нему. Итак, я зачитаю его письмо, в оригинале написанное на английском. Дорогой Махарадж, пожалуйста, примите мои данават пранамы. Я просто хотел сказать с днем рождения и благодарю. Все истинное, что у меня есть, пришло благодаря вашей вере и благодаря вашей милости. Я бесконечно признателен вам за то, что вы привели меня к лотосным стопам Шрилы Гурудева и предложили меня ему. Без вас это было бы невозможно. И человек такой, как я, не был бы принят Гурудевом. С самой нашей первой встречи в Таиланде вы без устали вдохновляете меня и даете мне самые исключительные возможности служения. И я подводил вас так много раз, но вы все равно продолжаете верить в меня. Однажды, когда вы поступили в очередной раз именно так, Шрила Гурудев сказал мне: у Авадхута Махараджа есть одно очень хорошее качество. У него есть много хороших качеств, но это важное. А именно это качество Шримати Радхарани. Всегда давать самое драгоценное служение преданным. Не придерживать его для себя, но всегда предлагать служение другим. Хотя он сам делает столь многое, нет сомнения, что когда есть возможность дать служение другому, он всегда отдает. Я молюсь, чтобы в один день обрести хотя бы каплю осознания того, что было предложено мне и что было даровано мне, но по своему невежеству я не способен сполна оценить этого. Я снова и снова удивляюсь вашей бескорыстной преданности и полной погруженности в служение Шриле Гурудеву и всем вайшнавам. Просто видя это, я чувствую огромное вдохновение продолжать, несмотря на мои бесчисленные неудачи. Верный и очень дорогой слуга Шрилы Гурудева, нежный поводырь и хранитель своих учеников и последователей и мой дорогой друг. Я молюсь, чтобы вы никогда не забирали свои милости, и чтобы в один день, и чтобы когда-нибудь я сумел хоть как-то пригодиться в вашем славном служении нашему божественному учителю Шриле Бхакти Сундару Говинде Дев Госвами Махараджу. Со смирением ваш Парамананда Дас. Anyone else want to say? I mean, of the Может быть, senior devotee. кто-то еще из старших преданных хочет что-то добавить? Can I say something? Yes, yes, of course. Конечно. And there's going to be arati. Какая программа?
sing Sri Guru Charana Padma and do Guru Puja Arati, offer some flowers. Yeah. They should be ready to do that in a few minutes. Someone should do Arati. I met Avadhut Maharaj long time ago, very long time ago. Like someone mentioned 1996, but it was even before. Also, I met him, my friend went to America and he told me, in America he found one Krishnite who would help Russians to find a place for them in Russia, and his name was Ikonopolka. And in the early 80s I was visiting his home and was very touched by this his home. I was really impressed by Krishna movement. And so when that friend of mine left his body, I was very worried, but I still remember that one of Russians in America, Ikonopolka is helping Russians in America. And in 1994 on Begovaya, in old temple in Moscow, I met Ikonopolka. And since that time, we got introduced to each other. At that time we had very close relations, and far remote, but then again close and again remote. But nevertheless, I'm really grateful to him because our relations in some way are going on, and I'm happy that I can appreciate this movement so much. And meeting Shrila, thanks to this meeting, conceptions of Krishna Maharaj found in my heart, in my mind, some positions and all the leaders of our movement are supporting this movement. I'm sincerely happy that this, our meeting, happened. And I wish him long years of consciousness and health and happiness and well-being. Jai! Hare Krishna. And maybe the last thing I'd like to say, when I first came, again, was in 1978. What was Leningrad at the time? St. Petersburg was Leningrad. Еще я хотел бы в завершение сказать, что когда я впервые в 1978 году приехал сюда, то в то время Санкт-Петербург еще назывался Ленинградом. And at that time I met Anand Shanti Prabhu, И в то же время я познакомился с Ананда Шанти Прабhu, who passed away recently in the last few months. который буквально недавно, несколько месяцев назад, ушел из этого мира. And so many things happened to him over the years. С ним многое произошло за эти годы. The part of the knowing Avadhut Maharaj is knowing a man of infinitely generous heart. Но знать Авадхута Махараджа значит знать человека, чье сердце полно безграничной щедрости. So I was happy that through Avadhut Maharaj, again I was reunited with Anand Shanti Prabhu. И поэтому я счастлив, что опять же благодаря Авадхуту Махараджу я снова встретился с Ананда Шанти Прабhu. And so many other things like that have happened, but that particularly was poignant to me. И многие другие подобные события также происходили, но именно этот эпизод был особенно важен для меня. Because when I first met Srila Sridhar Maharaj, he asked me naturally what was my preaching field. Потому что когда я впервые познакомился с Шрилой Читарой Махараджем, он спросил меня, каково мое поле проповеди. This is in we met in February of 1979. Мы встретились с ним в феврале 1979 года. And I told him I was preaching in mainly Eastern Europe and had recently begun to visit Russia, or what was the Soviet Union. И я рассказал ему, что я проповедую в Восточной Европе, и не так давно мне довелось побывать в России, в то время в Советском Союзе. And he said, "Oh, you're very fortunate to have a difficult assignment." И он сказал, вам очень повезло, что вам досталось трудное задание. He said, "That'll require more intense thoughtfulness and dedication." Потому что это потребует от вас еще более глубокого осмысления, преданности. So he was encouraging
Поэтому он вдохновлял нас. But then he said something extremely encouraging. Но потом он сказал нечто, что вдохновило просто Because we невероятно. know Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada himself, came here once, right near where we are, and walked Red Square and St. Basil's Cathedral. Потому что мы знаем, что однажды и сам Шрила Прабхупада, Шрила Ачеба, Бхактивиданта Свами Прабхупада также приезжал сюда и, кстати, был совсем рядом с этим местом. Он проходил по Красной площади, заходил в собор Василия Блаженного. And Guru Maharaj said there was a cloud of atheism hanging over the former Soviet Union, and by Srila Prabhupada coming, he said, the clouds dissipated and the Krishna sun will now shine through. И Шрила Гуру Махарадж сказал тогда, что над Советским Союзом, бывшим Советским Союзом, висело очень густое, темное облако атеизма. Но благодаря тому, что Шрила Прабхупада один раз приехал сюда, это облако рассеялось, и теперь солнце сознания Кришны может воссиять над Советским Союзом. Like it says in the Bhagavatam, Krishna svadamo bhagate dharma gyanati bhikshaha kalo nashta dashamesha puranarko dunoditaha. Like an 18,000 rayed sun, the Srimad Bhagavatam, and the person Bhagavatam, the saints, living scriptures, are giving that illumination. Как в Бхагаватам есть эти слова, где говорится, что в нашу эпоху тьмы, Кали-югу, само солнце, Шримад Бхагаватам, подобное солнцу с 18 тысячами лучами, взошло, рассеяв тьму вместе с личностью Бхагаватам, вместе с великими вайшнавами, которые также рассеивают эту тьму. So the reflected rays of the lotus feet of Srila Gurudev and the heart of Srila Avadhut Maharaj are giving illumination to our Russian mission and guiding us towards a bright, prosperous future. Это наша великая удача, что эти лучи Бхагаватам и лучи таких великих вайшнавов, как Шрила Гурудев и Шрила Авадхут Махарадж, ведут нас, освещая наше будущее здесь и сейчас. Jai Srila Bhakti Bimala Avadhut Maharaj Swami Mahotsavatīti Ki Jai Go Premanande. Okay, now sing Sri Guru Charana Padma, have arati and flower. Идут, они Кишок готовится. мокрят. Yeah, they can put here. Shri Krishna Jai